Пятая песнь канона Андрея Крицкого. Начнем с Ирмоса, как водится. Ирмос пятой песни возводит нас к пророку Исаии. О том, что такое пророчество, кто такие пророки и каково было их служение, мы говорили с вами, когда разбирали Ирмос четвертой песни канона Андрея Крицкого, и здесь я повторяться не буду. Исаия один из величайших пророков Ветхого Завета. Его еще называют иногда ветхозаветным евангелистом. Почему? Потому что он говорил о Христе так, словно его, собственно, лицезрел. Но чтобы не быть голословным, давайте я зачитаю одно из мест пророчества о Христе. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. От уз и суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, и Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его». А ведь это было сказано за 700 лет до Рождества Христова. Пророк Исаия жил за 7 столетий до Христа. Довелось ему нести свое служение, свой крест пророческий при нескольких царях. И были среди этих царей вполне себе благочестивые правители, как, например, царь Иезекия. Он был очень благочестивый, очень богобоязненный царь иудейский. И в тандеме с пророком Исаием они очень много потрудились вместе на благо народа. Но были, конечно, греховные правители, которые уклонялись от правого пути, и пророк Исаия обличал и предостерегал, говорил о том, что если продолжится такое беззаконие, то будет то-то и то-то, такие-то бедствия, возвещал, пытался вразумлять, в общем, нес вот то самое тяжелое пророческое служение, когда приходилось сильным мира сего говорить о том, что они неправы. И в конечном итоге при одном из таких неблагочестивых царей пророк Исаия претерпел мученическую кончину. А теперь давайте мы обратимся к тексту Ирмоса пятой песни канона Андрея Крицкого. «От ночи утреннюющая, человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мне на повеление Твоя, и научи мя спасе, творите волю Твою». Обращение к Богу человеколюбче, Бог назван человеколюбцем. Человеколюбче, просвети меня, утреннюющего от ночи. Что значит утреннюющего от ночи? От ночи утреннюющая. Бодрствующего. Здесь имеется в виду ночь не как время суток, а как духовное состояние, когда нету истинного света божественного, когда мы пребываем в духовном мраке. Но я вот в этом мраке, через вот эти проблески, малые проблески духовного божественного света, все-таки встал на молитву и, возвышая к Тебе свой голос из вот этого духовного ночного мрака, от ночи утреннюющая, человеколюбче, просвети, молюся, то есть мою душу просвети. Разгони в моей душе вот этот мрак ночной, духовный мрак. И настави и мне
на повеления Твоя, то есть наставь меня на Твои повеления, на Твои заповеди, и научи меня спасе, обращение к Спасителю, и научи меня творить волю Твою. От ночи утреннююща, человека любче, просвети молюся, и настави меня на повеления Твоя, и научи меня спасе, творить волю Твою.